Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Телец на канале Астро Инспирационе. Таро прогноз на декаду на 10 дней с 1 по 10 марта. Что скоро случится? Давайте узнаем, что же там скоро будет происходить, как мы спрашиваем, что же по судьбе. И совсем скоро, весна у нас вообще-то на пороге. Так вот, чего же ждать? Или что вас, мои дорогие тельцы, ждет? К чему приготовиться? Как события и обстоятельства, которые происходят вокруг, то, что вас окружает, или обстановка окажут влияние на вашу жизнь. В каких сферах жизни, возможно, доведется принимать важные решения. И достанем мы 3 карты, как знаки судьбы, потоковая информация без вопроса. С чем будут связаны события ближайших дней? Этих 10 дней марта. Весна вообще на пороге, да, все оживает, и мы тоже оживаем. Поэтому давайте, жизнь не бывает полностью предсказуема, и рассмотрим выпавшие карты, значения с позиции позитивной психологии. Будем добрее к самим себя. Мы живем с вами в эпоху перемен, и именно в марте, да, март, еще апрель, особенно для вас, это, знаете, постепенно вы все равно подходите к тому этапу, когда жизнь выруливает на обгон. Но вот есть, как знаете, заданный срок, заданная траектория до 26 апреля как минимум. Поэтому вот настройтесь где-то, что даже если события из прошлого, неважно, у кого-то само по себе события, документы или связано с человеком, и если возвращается, значит, мы как какой-то гештальт закрываем. Так вот, первый знак судьбы, а это второй знак судьбы, что же вам подсказывают карты, это у нас 78 дверей, открыты двери или закрыты. И каково же главное событие этих 10 дней? Что там случится? Какие-то скорые, возможно, и новости. Что ждет ключевое событие? И следующий вопрос: каковы неожиданности, что вас, возможно, удивит, мои дорогие тельцы? Ну и зачем все это было нужно? Причина и следствие, к чему это все идет? А также по основным сферам жизни, что ждет в любви, в личной жизни, в отношениях тельцов с 1 по 10 марта. Что ждет в деньгах, давайте узнаем, с 1 по 10 марта, финансы. Ну и в работе что ждет? У кого-то бизнес, у кого-то учеба, ну или документы важные, встречи, согласования. Итак, давайте узнавать, что же нам за подсказку судьбы, как совет от карт, с чем тут связано. Очень хорошо, кстати, десятка пентаклей. Ну, кстати, иногда эта карта будет говорить именно вот в этой колоде. Вот бывают наши ситуации в нашей жизни, когда мы что-то хотели совершить, или мы уже построили какой-то план, траекторию, да, а потом выходит так, что вот мы думали, это конечная какая-то точка, а для нас это только промежуточная. Дом на дереве, дети как будто играют. Поэтому для кого-то из вас возможны какие-то повороты судьбоносные, которые касаются недвижимости напрямую, вашего дома, места пребывания, проживания. Значит, но тут все равно очень добрая карта, что-то в вашу пользу складывается, либо по части денег, работы. Все-таки это пентаклевая карта, это материализма карта в целом. И эта карта по максимуму благополучия. Тут и сохранять явно что-то надо, но и закрытых дверей ведь нет. Все в вашей силе, все в вашей власти. Ну, кто-то вот так вот, да, четверка кубков. Тоже дверь, кстати, открыта. Хозяин, говорят, барин, да, ну вот тут вот сидит такой хозяин, уставившись в телевизор. Какие-то тут не самые полезные привычки, ну вот как будто чипсы ест, да. Но самое главное, это знаете как? Наблюдать за тем, что происходит в жизни у кого-то. Я не имею в виду, что это вы наблюдаете. Я лишь описываю карту. Смотрит за тем, что транслирует ему, буквально по телевизору. Человек не живет своей жизнью. Так вот, уже, может быть, для кого-то иногда эта карта, мы говорим, какая-то пауза. Вот у вас какая-то пауза завершается. И до дверей закрытых нет. И причем это не буквально, что как кто-то перед нами врата открыл, а это ваше понимание, что я подзастряла или подзастрял, что как будто наступает то время, когда пора. Это может быть еще одновременно
связано с получением какой-то информации или ситуация, которая будет касаться, может быть, ваших детей, кстати. Пажи иногда дети. Для кого-то из вас необходимость учиться. Я не говорю, что мы идем, садимся за парту. Сейчас масса возможностей буквально какие-то курсы пройти или дополнить свои знания, может быть, в профессиональной сфере, то, чем вы занимаетесь, а для кого-то это будет касаться работы. Вот, кстати, если найти работу, рассматривайте все варианты. При этом нужно быть очень внимательным, потому что явно вы что-то не видите, не знаете. Вот как этот человек почему-то в шутовском костюме стучит в дверь, прячет за спиной. Мы можем подумать, что сюрприз приготовил. И поначалу очень напоминает, как два кольца, вот этот какой-то замысловатый предмет. А если посмотреться повнимательнее, я специально держу карту поближе, никакие это не два кольца, какая-то путаница. Вот у вас какая-то путаница завершается. И от того, как вы будете зрить, буквально в корень будем говорить, да, или видеть, что происходит объективно вокруг вас. Не то, что вам пытаются, вот как по этой карте, демонстрировать, а что же лежит в прооснове сложившейся ситуации, сложившихся отношений. Реалистом нужно быть. И реалистом именно таким, когда себе задаю вопрос, а мне это нужно? А я готов или готова в этом участвовать. Но то, что какой-то поворотный момент даже может быть у вас в марте, может быть, с первых дней, когда вы услышали какую-то новость, и вам придется обдумывать, соглашаться мне на что-то или отказаться. А что это такое? Любопытно. Еще одну карту достану. Ну, это же как похоже. Два пажа. Конечно, у кого-то с детьми может быть связано, а у кого-то может быть связано, пусть это не ребенок, а взрослый человек, но какая-то инфантильность или нежелание брать на себя ответственность. А вы люди ответственные, и вам такая игра, такой хоккей нам не нужен, одним словом, да, ну вот как-то так. Почти классика эта фраза уже стала. Ну вот вы по поводу каких-то, может быть, отчасти взаимоотношений, продолжение, начинание, может быть, это и касается работы, потому что жезлы — это всегда дела работы, бизнес, согласования или какие-то наши, по крайней мере, желания, что мы хотим воплотить. Ну, может быть, шаг за шагом вы что-то проясняете, вот точно вы можете что-то прояснить. И если поначалу какой-то запутанный предмет, но тут уже похоже на подарок. Конечно, нам не открыта эта коробка, мы не знаем. Поэтому, но тем не менее, двери как будто открыты. Вот вам, словно какие-то врата, возможности открываются. Но еще пока непонятно, что ждет. Поэтому тут либо история с личной жизнью связана, но я тут больше вижу какая-то денежная все-таки ситуация или ситуация рабочая. Когда и сидеть-то вот не надо в ожидании, да, а именно анализировать и, ну, как-то очень здраво смотреть на то, что происходит вокруг вас. Но и сказать, что на первое попавшееся согласиться, то вроде бы как тоже нет. Нужно именно прояснить, что же там за спиной прячет вот этот молодой человек. Ну или пусть не молодой, но есть какая-то тема, в которой вам придется разбираться. Вот такой знак судьбы. Второй знак судьбы. Ух, король жезлов. На заднем фоне Стоунхендж. Это харизматичный, мы говорим, лидер. Это тот, который вдохновляет. Это тот, который, ну, может быть, человек есть такой конкретный. Может быть, это у кого-то рожден под знаком зодиака стихия огня. И вовсе не обязательно, что король, значит, это должен быть мужчина. Это может быть и женщина. Это могут быть и просто даже какие-то структуры, чиновники, да. Ведь всегда руководитель — это тот, который говорит, как делать. Вот так делай, так не делай. Ну, вот как-то так. Но кто-то советы вам будет явно давать. Но любой совет, он хорош тогда, когда он вам нужен, будем говорить, правда? Но человек это делать за вас что-то не будет. То есть насоветовать вам могут гору и маленькая тележка, а все-таки прислушаться, видимо, стоит. Может быть, какой-то альтернативный вариант вам придется применить. Поэтому сказать, что мы тут такими будем слишком консервативными, я не могу. Потому что не упустить все-таки врата открыты, обратите внимание. Врата или двери, да, в конечном итоге, если была какая-то запутанная ситуация, то вы могли сами запутаться, потому что как восприятие наше было какое-то
Ну, как будто искаженная, как будто мы какое-то время как в заперти, да, находились. И никто нас, понятно, не запирал, как вот по четверке кубков. А это иногда, знаете, надежда, которая пустой надеждой потом отыгрывается. Или какая-то остановка, может быть, вынужденная, а потом и мы сами подраскисли. Вот такое ведь тоже бывает, правда? Иногда это карта усталости, мои дорогие. Поэтому, наверное, холодная голова, бодрость, это все к нам приходит. Именно в марте больше возможностей у вас появляется. Но было бы опрометчиво так вот поторопиться куда-то. Но и как будто назад, телец, ты тоже не оглядывайся, наоборот, какие-то прежние истории подводи к знаменателю. Вот у кого-то из вас, смотрите, туз кубков и аркан правосудия. И аркан правосудия — это тоже как по судьбе. Вот у вас какие-то вопросы, которые вам доведется решать уже в марте с первых дней, судьбоносные именно. Какие-то начинания, 2 пажа, да, может быть, и изучение какого-то вопроса. Или кто-то начнет изучать языки, кто-то может и языки программирования, кто-то осваивать новые ресурсы, профессию. И это точно как карма, судьба вас подводит к какому-то выводу. Мы должны сказать, что для вас могут активизироваться вопросы, которые были связаны с документами. И у кого-то эти документы будут одновременно совпадать с личной историей, с вашими личными планами, а у кого-то это будет касаться работы. Может быть, это вы будете готовить какой-то отчет, поедете в инстанции, а для кого-то буквально, мои дорогие тельцы, внимательно, потому что по тузу кубков это всегда карта счастья, удовольствия, да, радости, потому что это рождение буквально чего-то нового. Но вот это новое нужно, чтобы согласовывалось с законом. Поэтому если мы поступаем по закону, то и закон нас бережет. И вам это как-то стабильнее, привычнее, понятнее, надежнее. Вот делайте свою жизнь более стабильной, надежной. Ну, где-то остерегайтесь каких-то призывов. И если инвестиции, то только инвестиции в себя, как будто в знание. Третий знак судьбы. Ну, что ты тут скажешь? Императрица. И даже если прежняя история императрицу вынудила опуститься на колени, императрица всегда поднимается. Я должна сказать, как знак судьбы, надейся сам на себя. Надейся сама на себя. Безусловно, для вас материнство, детство, мои дорогие девочки, ну кому это актуально по возрасту? И даже для тех, кто в браке, например, да, или пусть не в браке, но дети, взрослые у вас есть. Здесь могут и дети удивлять, кстати, даже взрослые. Но вот вы здесь немножко все-таки сами по себе. Потому что, ну, может быть, даже, к чему-то призывают или к вам обращаются за какой-то просьбой. К тельцу всегда обращаются за просьбой, потому что телец всегда участвует и помогает. Но наступает то время, когда немножко нужно побыть кошкой, которая гуляет сама по себе. Потому что вы еще пока не видите на самом деле, и нам ведь 2 карты именно пажей выпали. Может быть, это касается лично вас. Вам еще придется доизучать какой-то вопрос или в чем-то как себя, как продвигать, развивать или какой-то свой проект. Поэтому для этого для кого-то из вас потребуются деньги, стало быть, внимание к финансам. Но ваше, в принципе, благополучие — это тоже от финансов строится, потому что деньги — один из способов взаимодействия с миром. Поэтому где-то придется быть дипломатом, я это не исключаю. Но если мы говорим, к примеру, для мужчин, для вас, мои дорогие мужчины, важная женщина в вашей жизни, какая-то очень, может быть, это даже и по работе, и почему нет, или любимая женщина, какая-то история любви. Вообще тут у кого-то, может быть, даже, знаете как, были, пусть это не для всех, не для каждого, но тут с учетом, да, вот всех 3 арканов. У кого-то ведь может быть предложение руки и сердца. Почему нет? Может быть, была дружба, а теперь давай мы с тобой будем либо проживать вместе, либо давай мы с тобой оформим отношения. Конечно, у кого-то и обратная ситуация, но это все равно, чего бы тут ни касалось. Это какой-то период выздоровления и обретения самого себя, самой себя с новой силой. Что же там за ключевое событие? Паж мечей. Ну вот еще и третий паж. Вот правда есть та ситуация,
Пусть это люди знакомые, пусть и ситуация на что-то похожа. Вам нужны новые методы. Вам как будто нужно новое направление. И то, что вы, как вы поступали прежде, так вот дело не заработает, не пойдет, как будто на лад. Иногда Паш вот мечей говорит о том, что вы получаете какую-то информацию, даже эта информация, может быть, нас ставит в тупик или не очень нам нравится. А тем не менее, это вот есть какая-то правда, истина, когда мы что-то переиграли. Вот я очень часто говорю, и, кстати, карта где-то так прорисована, что как будто бросил, да, Паш, свою сумку, метелку, метлу, точнее, бросил тоже. Он как будто остановился. И вот есть какой-то поворотный, прямо судьбоносный момент, когда мы уже вроде эту траекторию наметили. А тут вот раз, и мы понимаем, что нет, эта точка только промежуточная. Но с каким-то именно, ну, может быть, даже поворотом в судьбе это связано. Мы тут меняем направление. Так вот, с чем это связано? Что-то вы будете завершать, прямо изящно, скажем, завершать. И опять же мечи. Мечи – это интеллект, поэтому тут никаких эмоций. Вот для вас просто архи будет важно в каком-то деле быстро сообразить. Не поддаться каким-то иллюзиям, карта иллюзорного успеха. Как будто много каких-то направлений, желаний. Но если мы усыпим свою бдительность, то мы как будто соскользнем. Вот для вас сейчас интеллект, здравомыслие, холодная голова. Тогда и будет праздник. Поэтому у кого-то это может касаться и личной жизни. Продумывайте все на берегу. Для вас это дорога к солнцу. Вот правда. Но солнце, оно как будто вот смотрите, солнце через какую-то прежнюю историю, может быть, грустную, да, которая сейчас завершается. Вот солнце уже на восходе. И вроде бы что-то тешит наш взгляд, внимание, может быть, нам что-то приятно слышать, да, какой-то намечается праздник, но тем не менее есть тот элемент, в котором мы должны поставить точку или изящно завершить, потому что без этого солнце как будто не состоится. И я вот говорила, сменить направление. Так вот, карта Солнца, старший аркан, вы как выбираете направление на долгий период жизни. То, что вы выбираете в марте месяце, в самом начале, какие вы свои обозначаете приоритеты, это означает та траектория где-то месяцев на 6-8. Иногда по Солнцу идет наше эго, когда мы считаем вот так правильно, а вот по-другому это неправильно. А все же паж мечей – холодная карта, холодная голова, холодный разум или, ну, вот такое здравомыслие. Может быть, оно в чем то и сложновато, потому что что-то греет душу, потому как семерка-то ведь тоже, да, у нас выпала кубков, иллюзорность какая-то. А вот нет, время говорить себе правду. Ладно, так а что же там за неожиданности? Что вас удивит? Вас может удивить какой-то человек, правда? У кого-то рожденный под знаком зодиака стихии огня. Я не утверждаю, но здесь может удивить какая-то информация от конкретного человека, или, может быть, этого человека меняются планы. Вообще же карта говорит, тут не столько удивляйся, сколько правильно анализируй информацию и сохраняй деньги. Точно, не должно быть никаких иллюзий, карта искаженного восприятия. Какой-то выбор. Вот смотрите, что вас удивит. Явно вас удивит какое-то предложение, новость. И захочется помечтать, может быть. Но это кому-то помечтать, а кому-то наоборот. Будет на кону прежняя ситуация, которая вас, наоборот, не то что не обрадовала, а очень расстроила или словно вы что-то долгое время не могли осуществить. И здесь может быть такая конфигурация, что да, даже хочется верить, а не можется. Вы какое-то предложение будете, мои дорогие тельцы, рассматривать как именно, ну, такое испытание или какой-то очень сложный выбор. Что это за неожиданности такие для тельцов? Это о чем? Ну, тут по четверке пентаклей лучше синица в руках, чем журавль в небе. И у кого-то это будет связано с личной историей, либо с денежной историей. А ведь и правда выбор какой-то сложный стоит, когда эмоций много. Но, видимо,
Вы материалисты, вот что-то будете материально просчитывать. У кого-то это будет связано с дорогой, у кого-то, может быть, с покупкой, продажей транспортного средства, для кого это актуально. Вообще для нас быть мобильным – это актуально, особенно для вас, на последующие 7 лет. Даже когда уже перейдет Уран из вашего знака в Близнецы. Поэтому мобильность, деньги и интернет-доступ. Вот 3 кита, на которых будет строиться ваше благополучие. Но это на все знаки зодиака будет оказывать влияние. Уран в Близнецах, а Плутон в Водолее. Поэтому у кого-то переезд. Или пусть это не переезд, а какие-то дороги, да, или сама по себе мобильность, какие-то согласования, мелкие инстанции, конторы, чиновники. Вот есть для кого-то из вас, когда нужно будет, или это по работе такая ситуация сложится, или это как-то гармонирует с вашими планами, когда мы начинаем быстро учить языки или осваивать какую-то профессию, работать удаленно мы захотим, да, вот здесь что-то подобное. Ведь шестерка мечей – карта заслуженного успеха. И самый первый шаг от какой-то безжизненной местности, да, хочется сказать, потому что всегда прорисовано. По шестерке мечей человек отплывает, а за его спиной как какая-то выжженная степь остается. Он просто понимает, что наступает время идти вперед. И вот этот первый шаг, он всегда сложный, потому что мы к чему-то привыкли. Поэтому вам потребуется мужество. Как и что-то вы завершаете, и буквально в марте вы на будущее с чем-то будете определяться. Давайте узнаем, а что же прояснится, зачем все это было нужно. Соответственно, деньги, благополучие, изобилие, процветание. Храните деньги, должна быть какая-то подушка безопасности или заначка по девятке, пентаклей, и вроде как деньги будут. Я вот точно повторю, что инвестиции в себя или то есть то, что, к примеру, ну, касается вашего здоровья. Я не говорю, что вы болеете, нет. Здесь скорее имиджа вашего касается. Поэтому у кого-то могут быть, ну, может быть, какие-то процедуры, да, или наоборот, себя поддержать. Да, это тоже своего рода инвестиция в себя. Ну, к примеру, банально посетить бассейн, посетить массаж, да, вот что-то как для профилактики. Но и деньги сами по себе здесь как будто выравнивается финансовая ситуация. Но девятка – это всегда вибрирующее число. Поэтому карта нам говорит заначку телец имей. Ну, кто-то имеет, а кто-то нет, но, видимо, будет. Может быть, даже если прежняя история была грустная именно по финансам, то теперь постепенно вы все же выруливаете на обгон. Что ждет в личной жизни, в любви? Колесо фортуны, мои дорогие, фортуна на вашей стороне. Но здесь могут быть какие-то новости от близких людей, когда вам скорее придется быстро действовать. Может быть, от любимого человека. Смотрите, карта любви. Но и дипломатия это тоже. Вообще очень прекрасное такое сочетание, чего бы ни касалось. И даже если мы вынуждены более таким холодным умом принимать решения, но есть какая-то тема, от которой, ну, вроде как мы не отказываемся, мы что-то мы точно продолжаем. И для вас это тоже как улыбка фортуны, мои дорогие. А может быть, это будет решение вопроса очень важного. Личная жизнь, может быть, это будет касаться дома. Я могу такое предположить, где-то мы об этом с вами говорили. Тогда я могу предположить, что либо какие-то обстоятельства для вас могут сложиться удачно. Это будет касаться именно вашей личности или вашей личной истории. Но и даже если это просто, к примеру, как ваше вдохновение, ваше творчество, ну, как наше детище, да, будем говорить. Ведь для тех, среди вас очень много тех людей, которые именно творческие, или кто развивает какой-то свой проект. Ну, пусть это будет бизнес или какой-то вообще иной любой проект, но вот мы относимся к нему как к нашему ребенку. Мы за этим ухаживаем, мы об этом думаем, может быть, 24/7. То тут ведь тоже могут быть какие-то поворотные события. Словом, вас что-то будет радовать. А что же у нас в деньгах? Вот, может быть, нам и говорят, сохраняй гроши, телец, потому что может быть какая-то пауза в течение марта. Для вас сейчас не скорость важна,
знаете, такие поступательные, но надежные действия. Как будто посмотрел телец, на что ты соглашаешься, да, по финансам, и дальше делаешь какой-то первый шаг или последующий шаг. И вступаешь аккуратно, но уверенно. Что-то просчитывать вам тут придется. По финансам вы будете, может быть, даже у кого-то, если какие-то паузы будут, то я, кстати, должна сказать, что вам может также и какой-то человек прийти на помощь. Но в конечном итоге, я тут думаю, что это вы сами в большинстве случаев. Когда тут, не дожидаясь никакой помощи, а это вот была пауза по финансам или было что-то непонятное, запутанное, может быть, была и усталость. Вот, кстати, вам говорят, что телец обязательно успевает дыхать. Уставшие люди делают ошибки, я всегда об этом говорю. Потому что тут в данном случае твои деньги будут зависеть от твоего где-то и вдохновения, но точно так же от твоей работоспособности. Вы люди сильные, но вы можете несколько себя переоценить или свои силы и недооценить отдых. Но, видимо, все 3 карты нам и говорят: карта победителя. Да, победа какая-то будет, но она не тогда, когда ты вкалываешь до 10 лет, дорогой, до седьмого пота, а когда ты как-то меняешь график работы. Вот кто-то буквально будет дедлайны свои пересматривать, да, вот это, или как график, может быть, работы он изменится, те, кто не на себя работает, а именно ходит куда-то в учреждение, организация. Там тоже будьте к этому готовы. Не хватайтесь за всю или любую работу. Здесь для вас, для вашего имиджа, для вашей работоспособности и в конечном итоге больших денег. Будет правильное распределение ваших сил, ваших знаний. От этого вот странная, да, казалось бы, пропорция. Вот здесь нужно количество перевести в качество, и тогда вот это качество, оно многократно возрастает. И что же тут будет вопросы касаться работы, бизнеса, или каких-то ваших достижений? Может быть, это правда, у кого-то прояснить вопросы по части документов, карта Верховная Жрица. А ведь вы правда, вы можете узнать какую-то тайну. Или вы можете, к примеру, уже могли раньше о чем-то подобном предполагать, и здесь вы можете признать, что ваша интуиция работает прекрасно. У кого-то это будет связано именно с какой-то прежней, разочаровывающей ситуацией по работе. А вы знаете, смотрите, 2 старших аркана. И я могу сказать, карта кармы. 2 аркана правосудия. Я очень часто говорю, когда выпадает правосудие, вот как причина и следствие, вот это всегда карта причины и следствия. И если вы сделали что-то раньше хорошо, то вам, как пространство, отдает вот этот долг. Пусть это руками других людей или через какую-то ситуацию. Но вот именно вы забираете что-то свое. Ну, может быть, понятно, не на 100%, что-то вас тут будет и разочаровывать. Но точно так же карта будет говорить работа над ошибками. То есть могут быть какие-то возвраты с документами, ну, может быть, отчасти историями, какими-то сюжетами, когда вам нужно эту работу над ошибками произвести. И вы будете думать, так, а что же мне делать? Может быть, это вы случайно узнаете какую-то тайну. Но так или иначе, лабиринт у вас какой-то заканчивается жизненный. А что еще по части работы, контактов? Хм. Будьте готовы к неожиданностям, будьте готовы к каким-то внезапностям. И то, почему вы переживали, вам, скорее всего, перевести как на новый уровень придется. И для этого у вас не просто стечение обстоятельств будет, потому что, вот посмотрите, 2 старших аркана и 2 туза. Это молниеносное какое-то, может быть, известие. И точно такое же какое-то ваше решение. Все же вы могли даже почему-то расстраиваться или, ну, уже где-то не видели прогресса или словно света белого не видели, ну, в каком-то теме, которая касалась, может быть, согласований, может быть, юридического какого-то вопроса. Вот правда, было какое-то сожаление. Так вот вы это теперь можете отпустить. Потому что это у нас больше, ну, нас как будто не цепляет. Да, и по пятерке кубков я словами Клаудио Пинейра обычно добавляю: "Над разбитой чашкой не рыдают, а выбрасывают осколки и моют пол".
Вот здесь какие-то внешние события вас могут так закружить, что раньше были переживания, а теперь вы на что-то махнете рукой и скажете: "Да нет, и не надо". И слава богу, что этого не было. Здесь может быть такая метаморфоза, что то, о чем вы сожалели, вот вы как раз и видите, зачем все это было нужно. Или по вашим сожалениям, ну, наверное, сама судьба вам будет как демонстрировать, показывать именно, что благодаря тому, что с чем-то ты столкнулся, стелец, и вот для тебя теперь более сильная позиция. Ты уже какой-то приобрел опыт, не случайно карта победителя, когда шаг за шагом тебя судьба приближает к тому времени, когда ты вот прямо точно на обгон вырулишь. Или как у тебя что-то в жизни происходит, и все начинает меняться кардинально. Это, знаете, как колесо истории. И если оно несколько заржавело в предыдущий период, но, видимо, постепенно разгоняясь, жизнь набирает темп. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые тельцы. А я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео и пишете мне искренние комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте мои публикации, все ссылки в описании под видео. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.